Так, ну что, Лариса, водичка вышла, да? Мы остановились на перевал, мы докупили воду, хотим кофе выпить. Ну, покажи, Андрей, что здесь у нас имеется. И перекусим сейчас. Покажи. Фри американо. Так, Олег, что ты здесь делаешь? Сейчас объясню. Купала кофе. Купала кофе. Да, мы взяли 3 американо, каждый по 4, подождите, по 4,95 лари. Давай. Да. Сейчас пойдем кушать. А кушать мы будем свое, потому что я напекла пирожков вчера с капустой и с яйцом. Обалденно. Сейчас будем кушать. Да? Вот, друзья, остановились на перевал. Сейчас перекусим, попьем кофе. Поедем дальше. Вот наш перекус. Вот пирожки. Очень вкусные. Кофе. Натурпродукт. Пирожок с капустой. Вкусненько и сытненько. Гораздо вкуснее всего вот этого. Так, из Ну Засухова вот. приехать. Да. Ну Маме вот, мы захотелось перекусили. Перекусить. Может, потом тебе не захотелось перекусить. Мы перекусили, чуть-чуть отдохнули, хотя мы даже не устали, потому что недолго мы едем. Потому что по сравнению с нашим автопробегом Москва-Тбилиси, так это так, легкая прогулочка. Вот, и едем дальше. Ехать нам осталось 1,5 часа, если все пойдет хорошо, если мы проскочим железнодорожные переезды. Очень на это надеюсь. Очень надеюсь приехать все-таки засветло. Пойдем сразу на море, вас с собой возьму. Посмотрим, как там море, какое оно. Какое у него сегодня настроение и характер. Ждет ли оно нас с Конечно. приветом и с улыбкой, с Да. легким штилем, а то, может быть, и с волнами. Это, впрочем, не важно. Туннели мы на своем пути уже вроде как не ожидаем, насколько я помню, их не будет. Потому что мы уже спускаемся. Уже спустились. Всего мы насчитали
такая перед горой. Не объезжали гору? Вот это вот. Перед горой такая змейка. Вот так. Ух ты. Вот так вот они. Вот так. Вот так, вот так, вот так, вот так. А потом так же спускаются. Понятно. Неделю, наверное, это все занимало. Дорога, как вы видите, отличная. И такая она на всем протяжении, на всем пути. Просто замечательные дороги в Грузии. Грузия вообще замечательная, прекрасная страна. Очень красивая, замечательными людьми. Начинаются переезды. Туннели мы все преодолели благополучно. Теперь переезды. Ну, надеюсь, Держитесь повезет. правее. Да, сейчас мы этот проезжаем. Потому что в прошлый раз, когда мы ехали в Булете, мы прям очень хорошо пролетели все переезды. Их тоже несколько. А вот на обратном пути, когда уже в Тбилиси возвращались, мы постояли на переездах. Не знаю, наверное, целый час мы вкупе, да, потратили? Да, На переезды не больше. только. Надеемся, сейчас. Вот она, эта железная дорога, идет прямо, Через 400 метров поверните на прямо, кольцо. видите, Затем вдоль домов. сверните на первый съезд. Прямо жилые дома и железка. Подъехали к ЖД-переезду. Ну, вроде он открыт, и никакой пробки нету. Солнышко уходит за горизонт. Вот еще чуть-чуть видно. Чуть-чуть мы подзадержались, плелись за фурами по узкой дороге, но вот выехали на трассу. Поехали быстрее. Так, мы уже подъезжаем. На самом деле мы уже едем вдоль моря. Вот оно вот здесь вот. Его не видно, но я вам сейчас вот тут вот покажу. Вот мы едем. Тут вот море. Сейчас мы пойдем. Вот туда. Нам осталось совсем чуть-чуть. Ехали в Кабулете. Время 7 часов 43 минуты. Выехали мы из Тбилиси в 3 часа 15 минут. Итого 4,5 часа вместе с остановками. У нас было 2 остановки, одна совсем коротенькая, это длиннее. Ну, в общем, сейчас мы доедем до места. На этот раз мы уже едем в определенное место. Мы знаем, куда мы едем. В отличие от первого раза, когда мы на Абу приехали и искали жилье, но нашли, в общем, довольно быстро. Не найти жилье в Кабулете, это надо сильно постараться. Наверное, надо просто закрытыми глазами по нему ехать. Потому что жилье тут сдается буквально в каждом доме. Ну, вот пошли отели. Вот все это отель. На любой вкус, на любой кошелек. Слушай, а народу вообще мало, да? Ну, хорошо. Слушайте, кстати говоря, мы тут были когда? В конце августа, да, первый раз. Народ были просто, тут толпы ходили людей. Сегодня, как я уже сказала, 4 октября. И Кабулете просто опустел. Посмотрите, все кафешки пустые. Окна в отелях не горят. Обалдеть, слушайте. Вот это да. Вот это классно. Вот, пришли на море гулять, уже заселились. Попозже покажу вам
наш гостевой домик. Народу никого, ребят, вообще. Вообще это очень интересно приехать в курортное местечко вне сезон. Оно просто разительно отличается от того, как это выглядит в сезон. Чтобы вы понимали, здесь из каждого угла играет музыка, я бы сказала, орёт. Все светится яркими огнями. Очень много машин, очень много людей. И сейчас просто ни одного человека нет. Мы прошлись уже, хотели пиво купить. Просто даже аптеки некоторые закрыты, которые работали в августе. Магазины закрыты, которые работали в августе. Абсолютно курортный городок, рассчитанный на туристов. Но сезон здесь не очень долгий. Я думаю, что он закончился где-то, может быть, в середине сентября. Хотя вот сейчас довольно тепло. Вчера в Тбилиси, конечно, намерзлось, было плюс 15, плюс 14. Ветер и дождь. Вот, здесь довольно тепло. Ну, тоже буквально на пару дней. Вот такая картина. Что-то здесь такое новое поставили. Смотри, Андрей. Ага. Это у нас дальше, по-моему, да? Так он пройти. У нас, по-моему, дальше, да. Какая коричневая облицовка за забором. Мы как раз напротив нее. И мы еще раз поздороваемся с морем. Вот все вот эти отельчики. Ну нет, вот здесь все живут люди. В такое время звонить, интересно. Вот. Пошли до моря. Пробуем водичку. Ой. Вода прохладная. Это с первого раза кажется, что немножко призрачно. Она далеко не прохладная. Нормально. Вон там Батуми находится. Довольно недалеко ехать. Ой. Какой же кайф. 4,5 часа и на море. Я не знаю, что не как, для меня это немного. Вот эти дикие московские даже ночью. Как вода? А? Как вода? Ай, Привет, привет, други мои и сестры. Видимость, конечно, не важная, но состояние у нас, настроение отличное. Сидим на побережье. да, Вот я искупался отдыхаем. немножко, да. Ну что, еще пару слов про нашу поездку. Как я уже сказала, поездка заняла 4,5 часа, что я считаю недолго. Поездка совершенно не утомительная. Андрей, тебе как водителю? Нормально, замечательно. То есть одним Все махом раз наладите, да. и ты на море. Выехали мы в 3 часа из Тбилиси, ну в 3:15, из дома чуть раньше. Ну мы в своем репертуаре прокопались, проковырялись. Вообще план был выехать в 12, ну вот выехали как выехали. Ну все к лучшему, ребят, все к лучшему. Значит, так и хорошо.
Ну, если бы не остановки, вот эти вот дороги, могли бы доехать и гораздо Слушайте, быстрее. у нас остановки были вообще минимальные. У нас была одна остановка прям вообще короткая, в туалет просто на заправке. И вот одна остановка, когда мы уже захотели перекусить и выпить кофе, плюс у нас кончилась вода, надо было воду закупить. Ну и то это тоже, в принципе, не сильно долго нас задержало. Никаких там каких-то пробок и такого у нас не было. Чуть-чуть буквально мы протащились за фурами по узкой дороге. Но в целом вообще отличная дорога. Вот. Поездка у нас это совершенно спонтанная, мы ее никак так долго не планировали, просто вот решили. На самом деле нас склонила температура, погода. Завтра здесь ожидается 29 градусов. Ну, местные говорят, что за 30 будет, да, так что денечек мы выбрали удачный. Да, мы решили, что это отличная возможность покупаться на море при теплом солнышке. Ну, посмотрим, как завтра будет. Вот, что еще сказать про поездку. 29 туннелей мы проехали. Или 30. Мы что-то, да, сбились со счета, ну, вроде не Ну, мы сбились. прочекаем и Проверим. скажем точно, да. 3 ЖД переезда проскочили очень хорошо, нигде не стояли. Вот. В целом дорога просто отличная, очень красивая. Дорожное полотно просто суперское. То есть едешь себе и едешь, топишь. Кое-где ремонт дороги, ты чуть-чуть замедляешься. Но это чуть-чуть. Это не как в Ростовской области, где ремонт дороги парализует просто движение. Просто парализует движение. Тут организованы какие-то объезды, какие-то часть дороги они огораживают. Ну, в общем, как-то это комфортно все выглядит, так сказать, для людей. Все сделано очень, очень суперски. Вот. Ну, хочу добавить, что вот это вот время, как бы для, которое затрачено на дорогу, да, для хорошего отдыха, я бы сказал, что в Москве, например, некоторые ездят на даче. И Я уже, затрачивают кстати, сказала. намного Да. дольше времени. Так Картошку что это стоит того. Да, это прикольно для нас. Ну, для нас это прикольно, потому что то, где мы жили раньше, не знаю, как все получится, но из Москвы, чтобы доехать до моря, требуется часов 30, а не 4,5. Поэтому для нас это очень прикольно и круто, что можно вот так вот просто спонтанно решить. Ты увидел температуру хорошую, прыгнуть в машину. И, кстати говоря, ходит из Тбилиси в Батуми ходит очень комфортабельная современная электричка. До Батуми, я не знаю, останавливается ли она в Кабулете, мы вот хотим проверить это. Идет она 5 часов от Тбилиси до Батуми. Еще раз, очень комфортабельный, такой современный поезд. И, по-моему, она останавливается в Кабулете. Вот. Почему в Кабулете? Мы вообще уже выезжали один раз, но мы не снимали, по-моему, мы Батуми снимали. Вот. Мы были в Кабулете, нам понравился пляж, нам понравилось море. Тут такая мелкая галька, очень классный заход в само море. Ну, то есть, как бы вот не то, что сразу, не мелко, не глубоко, а вот прям, ну, очень оптимально для нас. Мы были в Уреке. Уреки славятся своими, ну, как славятся, известно своими магнитными песками. Там пляж такой, черный песок. Если получится, мы завтра заедем, вам покажем. Вот. В Батуми мы не купались. И тоже завтра, если получится, покажу почему. Что-то, ну, не знаю. Вот. В Батуми прикольно съездить, погулять. Мы в прошлый раз покатались на катерах по морю. Вот. Ну вот в Кабулете нам понравился именно пляж. Так, ребят, сейчас покажем вам наши апартаменты. Мы остановились. Это такой двор.
завтра посмотрим, что здесь растет. Хозяина. Смотри, дрова лежат. Ты заметил, что? Наверное, что-то топит, да? Может, печки здесь. А, баня же у него есть. Вот это, по-моему, баня. Смотрите, киви растут. Ребята, киви растут. Домики. Так, мы к ним пришли. Такой домик, сейчас я покажу его. Вот. Такой домик. Ну вот, включила свет. Тут такой вид, прям когда входишь. Диван, кухня. Вот мы уже расположились, так сказать. Вот. Холодильник. Лесенка на второй этаж. Вот здесь у нас санузел. Он сейчас занят Андреем. Давайте сходим на второй этаж. Вот мы попали на второй этаж. Нам нужен был трехместный номер. Вот он, раз место. И 2-3 места. Вот такой вот номер. Полотенце. Вот так вот. И теперь смотрите, что тут есть у нас. Вот такая вот огромная веранда. Вот она. Стоит это все 60 лари в сутки. Мы заехали вот сегодня в пятницу, выезжать мы будем в воскресенье днем, и за все мы заплатим 120 лари. Ну, по-моему, очень даже гуманно.